Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Мировое мусульманское сообщество «Умма» сегодня подвергается серьезным испытаниям во всех концах света. От Мьянмы, Кашмира до Магриба и европейских государств мы видим, как нашу веру, нашу стойкость на пути к довольству Аллаха подвергают испытаниям. Нынешний год ознаменовался всплеском насилия на Ближнем Востоке и постсоветском пространстве в Азербайджане, Казахстане, Таджикистане. Еще не зажили раны Ошской трагедии в Кыргызстане. Наш дом также не обошла беда. Из-за террористических актов погибли наши братья Валиуллах Хазрат Якупов и Саид Афенди Черкейский. И если убийства имамов в Дагестане стали страшной повседневностью, то теракт в столице моего родного Татарстана был потрясением не только для всех мусульман, но и для представителей других конфессий нашей страны и миллионов россиян. Мы все лучше понимаем, что никто из нас не застрахован, никто не обладает абсолютным иммунитетом от террористов. Наши братья из стран Средней Азии также не понаслышке знают, каково стоять лицом к лицу с экстремистами. Некоторые предпочитают в таких условиях самоустраниться в надежде на то, что экстремистов попросту не существует, либо они где-то далеко и до них не доберутся. Параллельно видны попытки использования сложившейся ситуации в политических целях. Навешиваются ярлыки, звучат призывы к наказанию всех подряд, без суда и следствия. Но мы не должны прятать голову в песок или же тем более выискивать экстремистов среди своих оппонентов. Духовное управление и религиозные деятели не вправе подменять органы государственной власти, брать на себя функции обвинения, суда и следствия. Наоборот, мы должны объяснять нашим братьям и сестрам-мусульманам, что только строгое соблюдение законов государства может обеспечить их права. Мы защищали и будем защищать наши с вами права на свободу вероисповедания, гражданское равноправие, сохранение наших культур и языков, но только строго в рамках законодательства наших стран. Мы не собираемся прельщаться миражами халифата или эмирата, а будем добиваться реализации наших реальных прав в качестве граждан своих реальных государств. Именно эти принципы лежат в основе курса, провозглашенного руководством наших стран на восстановление исторически единого евразийского пространства. Развитие уммы не может ограничиваться пределами одного государства. В настоящее время в политическом, экономическом, правовом плане идет формирование контуров будущего Евразийского союза. Это происходит благодаря нашим политическим лидерам, главам наших государств. Сегодня мы, умма Содружества независимых государств, делаем только первые шаги в этом направлении, в то время как мусульмане должны внести свой весомый вклад в консолидацию религиозного, образовательного, культурного, медийного пространства будущего союза. Почему же наши духовные связи не столь крепки, как ранее? Ведь свято место пусто не бывает. Его пытаются занять силой, не заинтересованные в нашей консолидации. С сожалением приходится констатировать, что сегодня единые радикалы, а не мы, законопослушные граждане своих государств. Альхамдулилля, сегодня мы уже во многом стали сильнее, опытнее, смелее. Нас не запугать угрозами и не обмануть лицемерными обещаниями. Мы все понимаем, что цель этих людей
уничтожение нашей веры, традиций и культуры наших предков. Глубоко символично, что наш сегодняшний форум проходит в те дни, когда, согласно исторической памяти наших предков, несколько десятилетий назад начался коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Тогда наши великие муфтии Абдуррахман Расули и Ишан Бабахан объявили джихад, священную войну, нацизму и призвали мусульман к борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Наши деды и отцы ради успеха в той войне не делились по нации, по религии. У каждого из них имелись свои родовые и духовные корни, но объединяющими началами были общая Родина и общая священная война, священно защищать свою страну и освободить мир от фашистско-немецкой чумы. Вот почему они стали настоящими воинами, а некоторые пали на поле битвы истинными шахидами. Как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, «Хуббуль ватан миналь иман», любовь к своей родине от веры твоей. Именно поэтому в память о нашем цивилизационном единстве, об общих победах и общих героях-шахидах мусульмане СНГ призваны стать хорошим подспорьем в деле восстановления исторической справедливости. На мой взгляд, сегодня исламская община СНГ делает лишь первые шаги в этом направлении. Считаю, что в нынешних условиях мы должны предпринимать ряд конкретных шагов. Во-первых, ислам не национальная, а мировая религия. Поэтому в своих мечетях и учебных заведениях мы, как это делали и наши предки, радушно будем принимать и братские народы, передавать им наследие ханафитского мазхаба и традиции бухарской школы подготовки имамов-богословов, где обучались представители различных национальностей и направлений ислама. Во-вторых, будем поддерживать всестороннюю интеграцию на евразийском пространстве, поскольку эффективное сотрудничество необходимо не только на уровне органов власти, но и граждан. В-третьих, уважая суверенитет наших государств, мы сохраним наш ежегодный мусульманский форум в качестве общей площадки для обмена мнениями. В этой связи интеграция в рамках евразийского пространства кажется не просто политическим проектом. Сегодня для нас, для мусульман, это шанс на будущее, это шанс на то, чтобы встать рядом плечом к плечу со своими братьями из Магриба, Ближнего Востока, Индокитая и Океании. Стать как равный брат, который готов помочь, готов показать богатство своей культуры, кровью и плотью которой является ислам, готов вместе исполнять свой долг перед мусульманами, исламом, перед своей страной и народом с высоко поднятой головой. Сегодня, уже проделав большой путь к единению, мы должны понимать, что перед нами долгий путь к построению стабильной и единой уммы евразийского пространства. Мы должны понимать, что сегодня важнейшим институтом для нас с вами является духовное управление мусульман, и его как институт необходимо укреплять и развивать. В мечетях должны служить имамы, способные грамотно говорить о священном Коране и о повседневных событиях, объясняя верующим, как себя вести с точки зрения традиции ислама. И это требование соответствует призыву Всевышнего Аллаха: «Вальтакум минкум умматун ядгуна иля л-хайр, ва ямуруна бил-ма'руфи ва янхауна анил мункар, ва уляика хумуль муфлихун». Садакаллахуль азим. И чтобы среди вас была такая община, которая призывает к хорошему, к лучшему, к добру и остерегает от порицаемого, плохого. Стержнем нашей жизни должна стать проповедническая деятельность. Независимо от того, в какой форме она ведется,
в мечети с минбара, печатных СМИ, в живом общении или в сети интернет. Мусульманская община должна иметь такие ресурсы, чтобы не стоять с протянутой рукой, а самой реализовывать те проекты, которые необходимы для ее развития. Становление стабильной мусульманской общины немыслимо без высокоразвитой системы религиозного образования, которая будет способна составить конкуренцию лучшим мировым центрам исламского богословия и образования. Борьба за души молодых мусульман, сбившихся с пути, это не проблема правоохранительных органов. Нет, это дело чести для каждого честного мусульманина и для каждого имама. Реализовав указанные направления, мы сможем сохранить и возродить нашу традицию, наши мечети, нашу умму. Я убежден, что будущее мусульман на просторах Евразии в современной работе, совместном процветании и совместном недопущении проникновения радикальных и экстремистских идей в ряды мусульман. Масштабы процессов, которые сегодня происходят на планете, требуют от нас понимания беспрецедентного уровня собственной ответственности и собственного места в этом мире. Сильными и процветающими мы можем быть только вместе.